Готовлю суп с гречкой и шампиньонами. Сначала подготавливаю картофель, очищаю и нарезаю. Мне нравится нарезка соломкой. Буду использовать замороженные шампиньоны и замороженную зажарку. Достаю из морозилки и пусть размораживаются. В кастрюлю с водой добавляю пару лавровых листиков и несколько горошин душистого перца. И туда же отправляю подготовленный картофель. Ставлю на огонь и пусть варится. На сковороду наливаю растительное масло, подогреваю. Замороженные шампиньоны минут через 5-10 при комнатной температуре разбираются на отдельные кусочки. Если грибочки разморозились и стали мягкими, ничего страшного. Также отправляю на сковородку. Пусть жарятся. Эта чашка у меня объемом 160 мл. Гречки беру чуть меньше, около 150 мл по объему. Промываю. А грибочки в это время выпустили сок на сковороде. Не забываю помешивать. А в кастрюле с картофелем собираю пену. Не забываю помешивать грибы. Постепенно влага испаряется. Еще пригодится пару крупных зубчиков чеснока. Натираю на терке или пропускаю через пресс. Жидкость из грибов выпарилась, они стали мягкими, и в это время они хорошо впитывают в себя вкусы и ароматы. Поэтому грибочки солю, перчу черным молотым перцем, добавляю порошок сухого чеснока, у меня домашний, перемешиваю, чтобы каждый грибочек получил свой вкус и аромат. И еще добавляю половину натертого чеснока, тоже хорошо перемешиваю. Аромат и вкус сухого и свежего чеснока отличаются, поэтому добавляю и то, и другое. Картошка почти готова и добавляю промытую гречку. Перемешиваю. А вы на канале готовим с вами вместе. Грибы на сковороде хорошо прогрелись вместе со специями. В кастрюлю добавляю бульон. У меня он был ранее сварен на мясных куриных косточках. Мясо сняла, порезала и добавляю к грибам, чтобы вместе прогрелись и обменялись ароматами. Курица на сковороде с грибами слегка обжарилась. Зерна гречки в кастрюле начали раскрываться. А теперь беру почти размороженную зажарку и отправляю в кастрюлю к супу. Перемешиваю. Зажарка в супе очень быстро размораживается. А теперь отправляю в кастрюлю поджаренные грибы с курицей. Перемешиваю. Если суп получается густоват, доливаю горячей водой. Кастрюля у меня 3-литровая. Теперь я суп солю. Приблизительно 1 чайная ложка на 1 литр супа. Обязательно учитываю, был бульон соленым или нет. Начало закипать, пробую на соль. Если надо, еще досаливаю. А теперь к подготовленному чесноку добавляю 3-4 столовые ложки замороженной зелени. У меня петрушка с укропом. Все это отправляю в суп. Хорошо перемешиваю, чтобы чеснок не был комочком. Суп закипел и сразу же выключаю. Гречневый суп с шампиньонами готов. Даю настояться хотя бы полчаса. Из готового супа достаю лавровые листики, чтобы не отдали лишнюю горечь. Суп получился вкусный, наваристый и сытный. Спасибо за просмотр, спасибо за комментарии, лайки, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!